Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня у нас будет обзор на эту малышку просто красивейших хайлайтеров, шиммеров и всего того, что так нереально классно поднимает нам настроение, потому что хайлайтеры я люблю. Я думаю, что вы тоже, если вы зашли на это видео. У нас палеточка 004 Dior Backstage Face Glow Palette. Самая красивая, самая комплиментарная. Поэтому, если вы еще не видели свотчи, хотите посмотреть ее в деле, то оставайтесь и поехали. По традиции, буквально в нескольких словах давайте поговорим о самой линейке. Я не могу сказать, что она какая-то невероятно новая, она была представлена 4-5 лет назад, Dior Backstage, и мне кажется, что там действительно очень много классных, достойных продуктов, и я думаю, что многие из вас уже нашли своих фаворитов. Это тональные средства, это консилеры, тени, Face Palette, да, которая там составная палетка из хайлайтеров, и еще много-много действительно классных, достойных продуктов. Там был невероятный хайлайтер. Мне кажется, нам нужно с вами сделать такой отдельный капитальный обзор на эту коллекцию, потому что она правда очень хорошая. И когда она появилась, у Dior была такая концепция, что, во-первых, мы делаем косметику сейчас для всех, несмотря на то, что там какие-то отсылки к показам, отсылки к бэкстейджу, они говорили, что это те универсальные продукты, те универсальные оттенки, текстуры, которые подойдут буквально каждому. Не говоря о том, да, какой у вас цветотип, я не знаю, цвет кожи, настроение, визажист вы, не визажист. Это легкие продукты, которыми сложно переборщить, которыми сложно испортить ваш образ, и они действительно являются универсальными. Это первый концепт, который лежит в основе этой коллекции. Второе, что они нацелены на молодое поколение, потому что там, зачастую, да, вот всем этим таким хардовым люксиком у нас пользуются девушки немножко постарше, а сейчас они решили так вектор поменять и сказать: а мы тоже модные, а мы, знаете, тоже создаем классные продукты с классными текстурами, современными и здорово носящимся и вообще сияющим на вашем прекрасном лице. И третье, что они сказали, что, конечно же, так как название у нас Backstage, они были вдохновлены показами, какой-то кулуарной жизнью всех этих фэшн-шоу, все, что творилось за кулисами, они вот как раз-таки это воплотили в коллекции. И здесь, конечно же, сказывается это на упрощении коробок, скажем так, потому что многие критикуют, что пластмасса выглядит дешево, удешевляет продукт, потому что, я не знаю, пик, когда доллар так сильненько укрепился, и по 5, и по 6 тысяч были эти палетки, ну, конечно, говоря об упаковке, сложно сказать, что у тебя какой-то действительно очень люксовый продукт, к которому тянется рука, потому что зачастую, когда мы покупаем люкс, это ощущение люкса, когда ты берешь, я не знаю, там софт-тач покрытие, тебе так приятно, и ты вот просто это ритуал. Здесь все просто. Но если мы поговорим про настоящие показы, я думаю, вы видели, да, бэкстейджи с разных уровней, там и Fashion Week в Париже, и в Москве, и в любом городе, в котором вы находитесь, там все действительно очень просто. Визажисты не задумываются над тем, чтобы брать кучу красивых коробок, потому что это никто не оценит. Нужно качество, скорость и чтобы текстуры работали, чтобы все это было функционально. Это главное, что ценится в косметике, поэтому если вы зачастую заглянете в кейс визажиста на какой-то таком активном мероприятии, когда тебе нужно просто пачками модели собирать, то у них зачастую вообще собраны такие, да, скажем, сеты помад. У них красные помады любого оттенка, розовые помады и все прочее. То есть визажисты зачастую ломают помады, крошат, я не знаю, какие-то текстуры и складывают вот свои какие-то такие заготовки, чтобы было удобно с собой брать, потому что, мне кажется, практичность — это главное, что спасает и помогает в такие моменты, потому что кейс у визажиста не сумочка Гермионы. Это, наверное, главные такие особенности, то есть для молодых вдохновлено все бэкстейджем, поэтому тоже вспоминаем, да, что софиты, что яркий свет, и поэтому все такое glowing, все сияющее, красивое, ну и, конечно же, из того, что это молодежь, и мы все это любим, и, соответственно, универсальность продуктов. Как визажистам, так и любителям, любые текстуры подойдут вам, любые оттенки, все действительно очень такое приземленная. И, честно говоря, собирая фидбэк об этой коллекции, я общалась с разными людьми, многие действительно любят консилеры, тональные средства, тени там потрясающие, они такие простые, это рабочие оттенки, которые не вдохновят вас, как какие-нибудь там сияющие спарклы, но при этом они офигенно работают. Вот, поэтому там все действительно такое, скажем так, middle, то с точки зрения какой-то креативности, но тем не менее офигенно все работает, и, мне кажется, достойно, многие любят уже эту линейку. Давайте уже перейдем конкретно к хайлайтеру. Когда хайлайтеры были представлены, там изначально была такая более бронзовая палетка и непосредственно Universal 001.
Мне кажется, она тоже буквально у каждого тогда появилась, потому что все захотели попробовать, что же это такое. И, честно говоря, моя палетка 004, она, ну, по мне, так сильно отличается. И когда я пришла в Ревгош, у меня была просто уникальная возможность все это потрогать, потестировать, потому что я честно переживала, что, скорее всего, в наличии не окажется, или окажется один какой-то вариант, а я хотела все-таки сравнить, потому что не так часто я там наношу миллион хайлайтеров, и, ну, мне очень хотелось посмотреть самой. И в наличии были все две палетки, 01, которую я изначально, честно говоря, хотела купить, потому что, мне кажется, она самая хайповая, потому что она есть у всех, все ее хвалят, все говорят, что это волшебная палочка визажистов, а если вам не нравится, вы просто не визажист, и вы не умеете работать с такими текстурами. Но я так хотела сама все-таки разобраться. Я посмотрела 01, 04, девушка, мне кажется, она была визажисткой, насколько я помню, она посоветовала мне 01, потому что она топчик, но я остановилась на 04, и, к слову, я побежала с кассы менять, потому что я взяла 01, там нет, подождите, 04. Мы сейчас 04 конкретно с вами посмотрим, но если говорить о первой, почему я на ней не остановилась, мне показалось, что там сложнее текстуры, и там как раз вот что-то похожее на палеточку от Hourglass, прям немножечко, они абсолютно разные, мы, кстати, с вами тоже немножечко так их сравним, но там вот мне тоже показалось, что вот что-то там на бронзер похоже, что-то на румяшки, вот это хайлайтеры, а мне все-таки хотелось вот кучу разных красивых хайлайтеров, чтобы они классно смотрели, чтобы они дополняли любые макияжи, розовые, бронзовые, персиковые, ну, в общем, чтобы всегда что-то было, потому что я использую хайлайтер много где, не только на скулах, я и на глаза использую, и в качестве теней, и могу, да, в галочку над губой, то есть у меня хайлайтеры не лежат, тем более они очень долго лежат, если уж говорить об этом, то есть как бы понятно, что срок годности подходит к концу, но все-таки это не такой скоропортящийся продукт, как тональное средство, как консилер, поэтому здесь даже не стыдно иметь большую коллекцию хайлайтеров, я вам так скажу. И после долгих размышлений все-таки мой выбор пал на 004 палетку Rose Gold. Насколько я понимаю, она была представлена чуть позже, чем основная коллекция, потому что изначально была Universal, изначально была вот более такая тоже в спокойных тонах, я бы сказала, палетка, потом, кажется, позднее появились вот эти золотистые оттенки, появились оттенки розового. Но пусть вас это не смущает, потому что я знаю, что там есть люди, которые любят голографичные какие-то хайлайтеры, да, которые, там, не знаю, 3D-сияние, и фиолетовое, и зеленое, и что-либо еще. Есть люди, которые любят что-то очень спокойное, такое бежевое, персиковое, и чтобы прям максимально как-то было подсвечено, но незаметно. Здесь, несмотря на то, что заявлен цвет как роуз, они, на мой взгляд, достаточно сдержанные, поэтому оставайтесь и посмотрите еще, не пугайтесь того, что здесь цветное название. Давайте поговорим коротко, да, о каких-то характеристиках. Я даже сохранила для вас эту прекрасную упаковку, я, конечно, уже давно им пользуюсь, он у меня был уже там в нескольких, мне кажется, подборках фаворитов, но я вам сняла видео, как прекрасно смотрелась эта текстура, фактура этих хайлайтеров, так красиво. Посмотрим с вами, что от этого осталось. Вот. Но говоря о упаковке, вам, соответственно, такая прекрасная упаковочка достается, мне кажется, стандартная для косметики от Dior. Здесь у нас также отмечены оттенки, отмечены текстуры, и я бы сказала, направленность этих оттенков, но мне кажется, я тоже позднее расскажу, что немножечко они так похожи, не сильно отличаются. И, соответственно, у нас с вами здесь 4 оттенка. Это палеточка 004 Rose Gold, сделана в Италии, 10 грамм продукта по 2,5 каждый рефильчик. И давайте уже расчехлять наше добро, посмотрим. И сразу мы с вами сталкиваемся с тем, о чем мы говорили, что выглядит она не феноменально. Но что я могу сказать? Меня она нисколько этим не расстроила и не разочаровала. Во-первых, я не люблю зеркала в палетках, потому что они всегда пачкаются. У меня это отдельная боль, потому что я снимаю видео, но все равно, если... Просто есть люди, которые любят косметику содержать в невероятно чистом состоянии, и сыпучие продукты всегда оказываются на вашем зеркале, и так могут потрепать ваши нервы, если это вас раздражает. Ну и все вот эти кисти, которые кладутся, просто, мне кажется, они сразу идут на выброс. Мне всегда очень жаль с ними расставаться, потому что так красиво Dior красуется или Chanel, но ты понимаешь, что это не работает. Возможно, если ты берешь с собой сумочку, это окей, но дома я предпочитаю стандартные кисти нормальных размеров, с которыми мне проще управиться, потому что вот такая вот кисточка, знаете, как бы ты вот такой-то кружочек нарисуешь. Вот, поэтому никаких здесь вопросов. Я видела, что у многих в обзорах стирается вот эта окантовочка серебряная, и буковки тоже такие потертые.
Не знаю, у меня она с лета, то есть, ну, очень так прилично, сколько там, ну, 8, 7, 6 месяцев, неважно. Не могу сказать, что я ее ношу в косметичке, то есть я не переношу свою косметику, потому что, возможно, если бы она терлась о какие-то поверхности, да, то тогда она бы сильно так потрепалась, но мне кажется, она вообще выглядит идеально. Она выглядит отлично, я никак ее не подкрашивала, никаких этих махинаций с ней не делала нелегальных, вот, поэтому мне нравится просто нормально, а главное, что работающий продукт внутри. Мне кажется, это самое главное, что должно быть. Соответственно, здесь у нас сзади есть тоже QR-код, по которому можно все это проверить на сайте Dior. Написана информация, о которой мы с вами поговорили, и наши прекрасные оттеночки. Давайте уже перейдем к ним. Хочу детально с вами все это рассмотреть, потому что я каждый раз, когда ей пользуюсь, честно, у меня в голове, вот я только сейчас разобралась, потому что я, когда у меня рука тянулась к одному, к второму, к третьему, сейчас я думаю, ну мне надо вам прям передать это все. Как же мне это все рассказать? Потому что для меня это просто очень красивая палетка хайлайтера. Вот я обычно, если хотела какого-то супер красивого сияния, такого очевидного, я такая, Dior. Но сейчас я постараюсь вам передать все это, чтобы вы тоже поняли, нужна она вам или нет. Соответственно, у нас 4 оттеночка, и они позиционируют их как немножко разные текстуры. Первый оттенок — это Sheer Gold Pearl, то есть это якобы прозрачное, что-то без подложки, и такое блестящее, да, блестящая жемчужинка. И что я могу сказать, что многие как раз говорили тоже, да, в обзорах, что там нет подложки, что, не знаю, такое просто деликатное сияние, но, на мой взгляд, это одно из самых ярких сияний в этой палеточке. И непосредственно очень похож он вот с этим оттеночком, очень перекликаются. Даже не оттеночки, а вот текстура и как это переносится на вашу кожу, как это выглядит на вашем лице. Давайте сделаем с вами сводчик и посмотрим. По традиции сначала на пальчике, а потом уже на руке. И отдельно вам тоже все подсниму, чтобы вы видели там при разных освещениях, насколько меняется и как ведет себя продукт. Смотрите. Вот, не говоря о том, что в названии даже есть, да, будто бы у нас действительно нет какой-то определенной подложки, но мне кажется, она достаточно заметная. То есть здесь такое золотистое сияние, которое, ну, все равно, то есть если вы прям наложите, накладывать не надо, если вы прям положите его на ваше лицо достаточно такой явно выраженной полоской, то мне кажется, что это будет заметно. Поэтому я бы сильно не обнадеживалась, что у нас этот оттеночек, да, какой-то там без подложки, такое сияние. Нет, это такой вот прям сильно-сильно сияющий глиттер. Поэтому на это обратите внимание. Если говорить об оттенке, то он у нас, ну, как был заявлен, да, это такое какое-то золотое, нежное свечение. Это, с одной стороны, какая-то жемчужинка, но с другой стороны приправленная вот такими явно очевидными золотыми блесточками. Поэтому, мне кажется, этот оттенок один из самых ярких в этой палетке. И, на мой взгляд, он достаточно, я бы сказала, самый спокойный, что ли. Ну, не то чтобы самый спокойный, но, наверное, большинство из вас любит как раз-таки золотые оттеночки, и вам, наверное, он больше всего понравится. Давайте, наверное, сразу, я, конечно, уже тут собралась все стирать, но перейдем сразу вот к оттенку, который, мне кажется, наиболее похож, да, это вот 4-й оттеночек, это металлический, он называется металлик Golden Peach, то есть якобы золотой персик. И он, наверное, самый-самый-самый сияющий. То есть, если мы с вами пойдем вот по параметрам сияния, то я скажу, что это самый сияющий, этот менее сияющий, потом вот этот у нас розовенький идет, потому что они вот эти все 3 для меня похожи. И вот этот оттенок, он сильно отличается. Потому что вот эти прям такие блесточки заметные, вот здесь самые заметные блесточки, а здесь более влажный финиш, как будто бы более спокойный, немножко для меня холодноват, и при этом он, вот как я поняла, больше всем нравится, потому что он спокойней. Здесь тоже могут такие прям отдельные блесточки. Если у вас пылит кисть, блесточки будут на лице. Ну и дальше делайте выводы. Давайте посмотрим вот этот, который, мне кажется, тоже один из самых красивых. Это такое очень красивое, золотое сияние, действительно такое персиковое, бронзовое. И для меня этот цвет какой-то, я не знаю, всегда, мне кажется, богатой, красивой жизни. Потому что, ну, у меня это все ассоциируется с какими-то явными такими бронзерами очень сильными. Многим они очень нравятся. И мне кажется, что такой цвет тоже достаточно, ну, многим подойдет. И как вы заметили, так как у нас все-таки, да, палеточка называется Rose, то у нас все равно персик с такими вкраплениями какого-то золотистого шиммера, на мой взгляд. То есть действительно здесь вот что-то такое не совсем золотое,
а вот такое, еще какое-то персиковое и розовое, немножко лиловый отлив. Но тем не менее, они вот оба эти цвета самые сияющие. Я бы не сказала, что у них нет подложки, да. То есть, как бы, если мы говорим про цветовую подложку, как в румянах, ее действительно нет. Но тем не менее, если вы сильно накраситесь, то это будет очень-очень заметно на вашем лице. Мне кажется, эту палеточку и любят, потому что она очень красивая. Соответственно, эти два оттенка похожи для меня. И мы так не по порядку с вами пойдем, а по тому, как течет у меня мысль. И, соответственно, вот этот оттенок я тоже бы отнесла больше к ним. По текстуре они все похожи. Насколько я понимаю, в других палетках чуть более шелковистые, чуть более кремовые текстуры. Здесь они все немножко суховаты. Поэтому там не ждите, как у Colourpop, да, вот эти шелк-текстуры, которые прям мягкие, проваливаются. Очень у многих сейчас такие текстуры. Здесь такой стандартно хайлайтер в пудровой какой-то, в пудровом исполнении, то есть поэтому здесь нужно кистью аккуратнее. Может все-таки пылить, если вы так будете набирать, поэтому немножко стряхивайте обязательно. Третий оттенок, который тоже мне кажется, они вот похожи, они перекликаются, у них просто очень сильно, конечно же, меняется цветовая база. То есть если мы говорим, там, что у вас золотой макияж, и вы хотите что-то золотое, то непосредственно вы берете там, более золотой цвет, да. Если вы хотите сделать что-то бронзовое, если вы хотите сделать что-то такого металлика, с загорелой кожей, много бронзера, то берите бронзовый. Если у вас что-то там, да, с розовым, то обязательно берите вот этот розовый оттеночек, потому что мне тоже кажется, что он очень красивый. Здесь у меня, кстати, я сегодня, правда, провела мини-расследование, потому что я, когда выбирала в целом эту палеточку и смотрела на нее при разных ракурсах, освещениях, мне показалось, что вот вас может тоже смутить, что для некоторых покажется, будто вот эту штучечку можно использовать как румяна. И я посмотрела и подумала, блин, Наташа на самом деле похожа. У меня даже есть несколько похожих оттенков, потому что они тоже розовые и немножко с таким вот розовым свечением. Но я хочу вас сразу уберечь от этого, потому что если вы выбираете палетку, которая будет якобы многофункциональная, где там будут и бронзеры, и румяна, то это не про эту палеточку, потому что это все-таки хайлайтер, это все-таки на глаза кладется, это может в уголочку быть, это может там на носик, если вы любите, вам хочется какой-то цветовой акцент, то может быть, да, на самую выступающую область вашей щечки, чтобы закончить макияж, потому что макияжи классно, когда цвета перекликаются, неспроста мы румяна и сюда там немножко наносим, да, поэтому пусть этот розовый цвет вас не смущает, его можно использовать, и я его использую даже как хайлайтер. То есть, когда вот у меня розовые глаза, я могу спокойно нести хайлайтер, особенно если вы любите Джеффри Стара, вот его эстетику, да, хайлайтер Нью, Наташу Динону, Пэт Маград, то тогда вообще, я думаю, проблем не будет. Если вы поскромнее с точки зрения сияния, то тогда здесь на любителя. Но мне кажется, что он тоже универсальный, несмотря на то, что он розовый. И говоря о румянах, я тоже думала, что можно его приспособить как румяна, потому что, ну, все-таки есть розовый пигмент. Да, блески, но их много. Но, наверное, если чуть-чуть, то будет хорошо. Потому что, например, у Натальи Шик, у нее есть румяна, мне кажется, которые даже позиционируются немного как румяна хайлайтер, потому что там такое красивое свечение, там не такие отдельные блески, как здесь, но все равно. То есть, как бы в целом, приспособить можно. И потом я начала искать, я начала смотреть, но все-таки, мне кажется, сильно отличается. Потому что первое, что я вспомнила, это, конечно же, NARS в самом их популярном оттенке, который произносить-то постыдно. Вот. Потому что здесь тоже, вот смотрите, розовое свечение за счет именно золотого пигмента. Сейчас я вам покажу. Они даже на пальчиках, вот, ну, немножко, но что-то есть, да? Я не знаю, потому что главное, конечно, отличие, что здесь есть больше цветовой базы, больше подложки. Здесь у нас как будто бы только взяли верхний слой, да, свечения. Вот. И я к тому, что как румяшки не получится. Все-таки немножечко они разные. Хотя, когда вы переносите, да, свечение идентично. Вот по мне, это очень похоже, потому что те же самые блесточки, но вот не хватает цвета. Поэтому, если вы, там, не знаю, тоже идете на фотосессию, и вам кажется, что вам хочется добавить немножко сияния, можете кистью для румян нанести этот оттенок, но я пробовала, и сегодня пробовала, по мне цвета нет,
подложки нет, и просто блески появляются на вашем лице. Поэтому, как вариант, можно нанести, например, эти румяна, вот они сейчас нанесены, кстати, и чуть-чуть добавить этих блесочек. Но только если у вас какое-то мероприятие. Вот в повседневной жизни будет странно, у вас как будто, знаете, хайлайт рассыпался, поэтому не очень советую. И давайте посмотрим на последний оттеночек из этой палетки. Как я сказала, вот этот оттенок, он для меня стоит супер особняком. Это такие металлики, которые вы берете в зависимости от цветового акцента, который вы хотите сделать, в зависимости от макияжа, который у вас уже там нанесен на глаза. И вот это как раз-таки такое красивое, немножко влажное свечение появляется, когда вы его наносите. И по мне он такой холодный. То есть вот по сравнению со всеми остальными, за счет чего появляется вот эта холодная история. Потому что у него немножко белесый подтон, все-таки есть, да, какой-то такой, как будто выбеленная кожа, когда вы его наносите, и у него перламутрово-фиолетовое свечение. Поэтому, с одной стороны, он холодный, но с другой стороны, все это создает влажный эффект на ваших щечках. Поэтому пусть вас не пугает на сводче, что он действительно, да, такой, я бы сказала, ну прям сильно вот выделяется с остальными, на это не смотрим, это у нас румяна. Но, тем не менее, на щеках смотрится красиво, на веки, если вы положите, тоже смотрится красиво. Такое вот подсвеченное, очень аккуратное свечение, которое, наверное, мне кажется, многие как раз и любят, потому что вот эти могут показаться вам too much, а вот это вот прям симпатичненько. И давайте, наверное, мы уже посмотрим это все в каком-то таком промежуточном макияже, потому что у меня все нанесено для того, чтобы мы с вами протестировали. Вся основная там база, да, тон и все прочее, немножко глазки оформила. Но, тем не менее, я хочу показать вам, как эти средства работают и на глазах, и на щеках, потому что они, правда, красивые, функциональные, и их можно использовать по-разному. Не говоря о том, что как румяна все-таки, ну, можно чуть-чуть там каких-то, да, вот этих розовых блесочек кинуть. И вообще можно даже большой кистью, такой веерной. Главное набирать не самые блестящие оттеночки, то есть я бы миксовала вот эти два оттенка и просто бы наносила вот такой вуалькой для того, чтобы какое-то свечение придать вашей коже. По эффекту очень похоже на метеорит от Guerlain, потому что там тоже такие отдельные блески. Поэтому если вы что-то любите такое похожее, то можно нанести. Наверное, матирования особо никакого не будет, но подсвечивающий эффект будет симпатичный. Но опять-таки, если вы любите блески, если вы любите просто подсвечивающую текстуру а-ля Hourglass или все прочее, то здесь тоже как бы взвешивайте, что вам ближе. И я хотела еще, кстати, у меня есть обзор на эту прекрасную палетку, потому что она просто потрясающая. И она до сих пор продается, потому что я помню, что когда я купила ее, она только-только появилась, по-моему, это был, опять они запустили в продажу, и там была без Limited Edition, и я захожу уже год, и она все там есть. Но это хорошо, потому что она офигенная. Посмотрите обзор, но я хотела что сказать, что здесь есть тоже хайлайтер, и все его ругают, потому что говорят, что ну какой это хайлайтер, ну это просто какой-то блестящий рай, куда же его наносить и все прочее. Ребят, если вам кажется, что хайлайтер Hourglass это что-то очень блестящее и то, что вам не совсем подходит, даже вот, посмотрите, его даже не видно на руке, вот если его нанести, соответственно, вдалеке от камеры. Поэтому, если вам кажется, что Hourglass'овский хайлайтер, давайте рядом нанесем какой-нибудь стандартный, да, слишком яркий, то, наверное, вам нужно диорчик обойти стороной. Потому что вот, ну, для сравнения, вот. Так что делайте выводы сами, покупайте, что вам ближе. Спарклы, хайлайтеры, когда вы туда залезаете пальчиками, особенно если они не чистые, они имеют свойство замыливаться. Здесь все прекрасно. То есть я уже очень давно им пользуюсь, не всегда кистью, иногда и пальцем, потому что, например, на веки я люблю носить пальцем, здесь все хорошо. Поэтому вот можете не переживать, главное, чтобы чистые были относительно руки, потому что я не буду такой жирной липкой текстуре, но вы сами там бедно делаете. И давайте переходить к макияжу, давайте смотреть, какими кистями наносить. Если мы говорим про историю хайлайтерную, да, стандартную подсвечивающую, то у нас могут быть два варианта кистей. Это синтетические кисти и кисти натуральные. Зачастую это белочка, да, часто там козочка, но чаще всего это белка с кем-нибудь, возможно, смешанная. И здесь нужно помнить, что синтетика наносит более плотно, а белочка, какие-то натуральные ворс, да, он наносит более деликатно и осторожно. Так как эти хайлайтеры, на мой взгляд, у них подложка практически минимальная, ее практически нет, я советую вам наносить все-таки синтетикой, потому что я заметила, что когда я наношу это все натуральной кистью, у меня рай блесток. Ну, то есть как-то вот не хватает мне более структурного, что ли, нанесения, более четкого. Поэтому, несмотря на то, что я обожаю натуральные кисти, я пользуюсь синтетикой чаще всего. Давайте, наверное, мы начнем с наших щек. И я предлагаю вам одну щеку
одним цветом и, соответственно, вторую другим. Так как я уже сказала, что, на мой взгляд, вот эти три цвета, они невероятно похожи, как они выглядят на щеках, то давайте сегодня мы воспользуемся одним на щечку, вот этот, который влажный, который более холодный, но очень интересный, на вторую щеку, и которые останутся мы уже с вами на глаза, чтобы вы тоже посмотрели, как они сияют. И давайте, наверное, мы начнем с самого очевидного цвета, потому что мы точно его хотим попробовать. Это вот это влажное какое-то, да, такое нетривиальное, интересное сияние. Мы набираем на кисть. Пылит, но не критично. То есть, посмотрите, не так, что прям какой-то кошмар. Мы сбрасываем, а вот здесь уже, да, так и все это распылилось. Соответственно, стряхиваем и начинаем наносить. У нас должны быть движения круговые, может быть, веерная кисть, в зависимости, какой вы привыкли, какая вам больше нравится. Наносим на те области, которые вам хочется высветлить. Вот по мне уже сразу какое-то, да, холодное свечение появилось, потому что у меня сейчас достаточно такой бронзовый макияж, у меня здесь бронзер от Рианы, тоже есть обзор отдельно, недавно делали мы на него, и он, конечно, придает теплоты, поэтому, на мой взгляд, этот оттенок выбеливает сейчас. Но, тем не менее, посмотрите, как он красиво смотрится. Он смотрится очень аккуратно. Вот я зашла немножко уже, да, вот на эту область, и вы видите, что вот тоже, да, так подсвечено, стало симпатично. И я предлагаю даже, кстати, вот на эту область немножко розовенького. Давайте мы нанесем розовый, сначала посмотрим на этот оттенок. Он, несмотря на то, что, да, холодный, хорошо вписывается макияжем. Мне кажется, именно за счет вот этой какой-то фиолетово-розового, да, такого отголоска, то, что он подстраивается под наши румяна, он подстраивается под тени и выглядит симпатично. Но, на мой взгляд, это очень простенько. Ну, то есть вот для этой палетки это самый спокойный хайлайтер. Если вы любите чуть цветной хайлайтер, спокойный, то тогда он вам может понравиться. И давайте мы уже, феерия всего у нас началась. Давайте мы розовый, потому что у них одинаковый, да, подтон, нанесем на самую заметную часть, для того, чтобы сделать какой-то такой акцент. Я очень люблю этот прием, особенно красиво, если это съемки, если это фотосессии, выглядит красиво. И вот так прям чуть-чуть. Ух ты! Вам видно? Посмотрите, как красиво смотрится. И я как раз про то, что, возможно, вам может показаться, что полностью розовая щека, да, с таким вот золотым медным отливом, это too much, и, возможно, для многих так и есть. Но если вы хотите какой-то акцент, если у вас непосредственно уже этот цвет нанесен на ваши тени, то это будет смотреться очень-очень красиво. И давайте на вторую часть нанесем немножко другой оттенок. Думаю, что будет смотреться терпимо в кадре. Соответственно, из самых блестящих я бы вот либо этот наносила, либо этот. Этот у нас более холодный, потому что это более, да, персиковый, но при этом этот более блестящий. Давайте мы нанесем с вами, наверное, вот этот, потому что, мне кажется, он больше передаст вам как раз идею хайлайтеров Dior. А вот блестящую версию мы с вами нанесем уже на глаза. Как раз тоже посмотрим, там тоже можем поиграться с текстурами. Я беру ту же самую кисть. Честно, можете подумать, что так, у тебя там немножко все смешано, но не переживайте, оттенки хорошо передаются. Если вас это смущает, всегда есть вот такие штучки, которые вы можете обработать кисть за 2-3 секунды, и у вас цвет пропадет. Так, значит, мы решили с вами этот оттеночек, мы его берем. Помните, как они говорили, что это прозрачные блески без подложки? Что-то такое. И посмотрим, как же это на деле смотрится. Ой, это моя нелюбимая сторона, я ненавижу. Это, знаете, как моя нерабочая сторона. Но что не сделаешь ради видеоблога. Так, я его наношу. И, знаете, наверное, все-таки очень красиво. Сейчас я смотрю на розовую сторону, смотрю на золотую. Смотрится действительно очень красиво. Все-таки, если наносить совсем вот так осторожненько, если мы распределяем его по коже, то окей, это блески без подложки, потому что все зависит все-таки от нанесения. И тоже, на мой взгляд, какое-то влажное сияние появилось. Нет? Посмотрите, как у вас смотрится в кадре. Мне кажется, что он даже смотрится интереснее, чем вот этот. Потому что вот этот он спокойнее, более спокойный, да. Ну да, окей, он более влажный, потому что я вот мало вижу здесь свечения. Я вижу, что подсвечено, но
я бы так еще засомневалась, где там хайлайтер. А вот здесь, и это я один раз нанесла, чтобы вы понимали, здесь уже 4, наверное. Я уже полезла в другую палетку. Давайте еще раз мы нанесем, чтобы вы посмотрели, как его можно наслоить, да, насколько это все интенсивно смотрится. Ох, поворачиваемся. Ну и здесь уже просто очень ярко. Очень-очень-очень-очень ярко. Уже зашла на вот эту акцентную сторону, да, на которую можно поставить блик. Уже сама, честно говоря, его поставила. И гуляем на все. Давайте блик сделаем вот этим бронзовым. Посмотрим, потому что, мне кажется, они хорошо будут перетекать друг друга. И так как этот еще более яркий, как раз блик будет поярче. Ах, я небось там сижу просто всех цветов радуги. Ну, это просто феноменально. То есть, если вы визажист, если вы любите такие макияжи, потому что если вы посмотрите на тенденции того, как сейчас снимают, да, фотография готовых макияжей, то всегда вот здесь все подсвечено. Я, конечно, тут зашла везде, вот, но зато видно. Разница, мне кажется, просто колоссальная. Вот на этой стороне, как все это смотрится подсвечено и очень сияющий, и как вот деликатно и сдержанно смотрится на этой. Я теперь, честно, немножко переживаю, что, возможно, вам даже было не видно, как здесь нанесено, но зато можете сделать выводы, какая сторона вам больше нравится и какие оттенки вам больше нравятся. Соответственно, мы все уже нанесли на лицо, и предлагаю перейти к глазам. Интересно, вы заметили, что стоит сзади меня? Вот такой вот прекрасный наборчик от Розы ко мне приехал, и я думаю, что мы с вами скоро снимем на него обзор, обязательно посмотрим, потому что весна уже на пороге, я прям ее чувствую всеми фибрами, и это как раз офигенный набор, который поможет вам просто очень красиво, подсвеченно и натурально, естественно, выглядеть в весеннее, летнее время года. Вот, а почему я вам его сейчас показываю? Давайте так договоримся. Если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно, пожалуйста, приходите туда, подписывайтесь. Я там делюсь абсолютно всем. Все, что происходит в моей жизни, все пробники, которые я попробовала, что мне нравится, что не нравится, обязательно все сплетни, новости, новые коллаборации, все, что выходит, я первым делом пощу туда, ну и потом уже, когда добираюсь до YouTube, то тоже вам все это показываю и рассказываю. А сегодня или завтра мы давайте сделаем туда маленькую распаковочку, посмотрим, что внутри этого прекрасного набора, а потом уже сделаем видео на YouTube. Вот, поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, приходите в мой телеграм-канал, я буду вам очень рада. И я уже нанесла такую розовую подложечку из кремовых теней, они, конечно, уже высохли, они никакого скрепления нам не дадут с вами, но, тем не менее, мы можем посмотреть, как все это смотрится. Давайте нанесем, наверное, самый красивый, на мой взгляд, самый сияющий, самый яркий оттенок на все веко, и можем добавить розовый акцент. Давайте, потому что у меня такой, мне кажется, немножко розоватый мейкап, и будет красиво сочетаться как раз эта вот бронза с этим. Ну, мне кажется, здесь слова излишни. Вы сами видите, как все это сразу становится красиво, сияюще. Так как у меня уже была розовая подложка, то мне кажется, вот этот персиковый отлив, он очень красиво сюда вписался и прекрасно разбавил макияж. То есть, если у вас нет времени, если вам хочется чего-то очень быстрого, то вот это очень красиво. Ну и говорю, как бы более золотое, более розовое здесь уже от ваших цветовых предпочтений. Мы добавляем опять-таки сюда. Все равно смотрится розовым, потому что на розовой подложке. Добавляем. Теперь давайте мы кистью со скульптором или с каким-то промежуточным цветом просто это все немножечко втушуем, хотя, на мой взгляд, это не совсем обязательно, потому что он без подложки все-таки, и он очень аккуратно наслаивается. Соответственно, вот такая у нас красота с вами получилась. Очень красиво, но предлагаю дальше немножечко поэкспериментировать. Давайте розовый акцент мы поставим прямо на середку. Честно, я вижу, что это мало заметно. А давайте тогда мы с вами розовый вот сюда. Смотрите, у нас такой розовый блик, да, появился в начале. И, соответственно, можно его растянуть на все веко, если вам нравится. И давайте вот этот холодный мы добавим вот сюда, как капельки. Потому что я часто с таким макияжем сижу. У меня, конечно, там тени, но мы можем это сделать и хайлайтером. И зачастую многие используют как раз хайлайтер, да, для высветления уголка глаза, чтобы сделать его объемнее, красивее, раскрыть глаз и все вот это, что мы вам рассказываем. Соответственно, набираем вот этот оттенок, который я вам говорила, и делаем
такую капельку. Да, вот он для этих целей очень хорош, мне кажется. Он не такой, конечно, сияющий, как Huda Beauty, которую я привыкла туда класть. У них там спаркл просто вообще фиолетово-зеленый, очень красивый. Здесь очень так вот деликатно, но посмотри тоже, какое симпатичное такое розовое свечение появилось. Сейчас еще нанесем, чтобы быть более убедительными. Вот, может, сюда тоже, да, заехать, то главное просто все это потом немножко втушуйте друг друга, и будет отлично. Вот можно такое сияние, видите, у нас сразу стал более такой распахнутый взгляд. Прекрасно все сочетается друг с другом, потому что везде есть розовое золото, розовые блески. Это прям вот как красиво, так мне кажется, взгляд реально распахнулся. Ну что, мы с вами закончили. Я, наверное, просто феерично прекрасно смотрюсь с этой щекой и с более аккуратной этой. Давайте уже подводить итоги. Как вам палеточка? Напишите. Есть ли у вас палетка от Dior Backstage? Нравится ли вам какая-то палетка? Может быть, что-то вас разочаровало? Хотите ли вы ее приобрести? Но скажу сразу, что я сейчас, когда искала, к сожалению, не нашла ее в наличии. Возможно, это что-то было лимитированное или что-то еще. Я, правда, очень долго смотрела, но сейчас ни в Sephora, ни в Rive Gauche не было. Там была первая, популярная, самая раскупленная, и был еще в нашей версии была более бронзовая и, соответственно, более желтая была на европейских сайтах, поэтому надеюсь, что она появится. Она невероятно красивая, она точно есть у байеров, она точно есть у перекупщиков, поэтому если это с целью, я думаю, ее можно найти. Ее стоимость $45, но поверьте, вы настолько долго будете ей пользоваться, она настолько будет придавать вам какого-то настроения праздничного, классных ощущений, эмоций, потому что я вот хайлайтер люблю, мне кажется, он так заряжает каким-то позитивом, то это вполне себе окупится, потому что пользоваться будете реально долго. Я вот пользуюсь 7-8 месяцев, и она, ну окей, там стерлись буковки, но я даже дырочек тут не вижу, поэтому продукт достаточно надолго. Что говорить о моих впечатлениях? Как я уже сказала, я очень сильно люблю эту палетку, я постоянно ею пользуюсь. У меня до этого видео, честно говоря, не было какого-то особого сильного такого отличия, да, потому что я просто такая, я хочу что-то розовое, хочу что-то яркое, блестящее, то я шла к этой палетке. Например, когда я хочу что-то более деликатное, я там иду к Бобби Брауну. Но сейчас я даже рада тоже, что я с вами все это более детально как-то рассмотрела, прочувствовала, потому что сейчас буду немножко по-другому уже к ней подходить и немножко по-другому их использовать. Мне кажется, что качество отличное, суховатая текстура, можно было, мне кажется, немножко добавить чего-то кремового, такого шелковистого, мне все-таки этого не хватает. Но если вы за стандартная история, если вам нравятся такие сухие продукты, то что ими легче пользоваться. Кремовыми больше вероятность на портачку, это не туда залезть, потом опять нужно будет бьюти-блендером или чем-то еще миксовать, а здесь все просто, хорошо. Я видела отзывы, что многие рассказывают, что блески как-то распыляются. Я вот сейчас вообще блесток не вижу. Ну, то есть у меня только там, где мы с вами наносили, и все. То есть у меня действительно ничего не осыпалось. Возможно, это зависит от того, как вы набираете, это зависит от того, стряхиваете ли вы кисть, потому что это прям must have, потому что блески все-таки есть, и они действительно разлетятся. Вот, а вот и все. Мы с вами подошли к концу. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что подписались на канал, написали хороший комментарий. Ну, плохой тоже можно, но лучше хороший. И ждите уже следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Я с вами не прощаюсь, до новых встреч, пока!